Здравствуйте, друзья! В одном из шортс я говорила, что в полном видео можно будет лучше рассмотреть печенье, которое я готовила на Курбан-Байрам. Это и есть это видео, можете посмотреть все, что я успела заснять. Но поговорить я хотела о другом. Об алжирских женщинах и сладкой традиции. Если вы подумали, зачем мне женщины, я с мужчиной общаюсь, то не спешите. Если вы планируете выходить замуж за алжирца и тем более жить в Алжире, то стоит обратить внимание на эту информацию. Я вам расскажу на своем примере и буду благодарна, если вы поделитесь и своими историями. Действительно ли то, о чем я расскажу, имеет массовый характер или все же это особенность отдельных семей? Я сделала выводы, наблюдая за семьей моего мужа, его друзьями, родственниками и нашими соседями. И вот что вижу я. Это видео, кстати, я снимала в день праздника, где-то в 6:30 утра, по-быстрому, пока сын не проснулся и пока муж с дочерью отправился в мечеть на праздничный намаз. В браке мы 7 лет, у нас 2 детей, и вот о чем я хотела сказать в этом видео. Видео будет не длинным, просто как заметки, чем хотела с вами поделиться. Первый момент – это традиции. До замужества я не представляла, насколько важными есть для алжирца традиции его народа и семьи. Я сейчас не говорю о религии, только о некоторых традициях. Например, традиция готовить сладости. Я думала, ну супер, молодцы, хорошая традиция. Но я увидела, что это не просто традиция, это часть их жизни. И если на какой-то из праздников нету особенной алжирской выпечки, то они чувствуют, что чего-то важного в этот день не хватает. Можно украсить дом из себя наилучшими украшениями, но если нету того, что ассоциируется с праздником у них, муж это будет ощущать, даже если не скажет об этом. Алжирские женщины уделяют этой традиции особое внимание. Они научились не просто красиво и вкусно готовить выпечку, но и ее упаковывать. И если у меня воспоминания с такой нарядной выпечкой, связанные с детством, когда родители ходили к кому-то на свадьбу, а нам, детям, домой приносили немного печенья и каравай, то у мужа эти воспоминания связаны со всей его сознательной жизнью, друзьями, родственниками и соседями. Алжирцы готовят красивое печенье на рождение ребенка, на свадьбу, помолвку, на религиозные праздники, как Аид Аль-Фитр и Курбан-Байрам. И они не просто готовят для себя, а обязательно готовят много и угощают друзей, соседей, родственников, а те в ответ угощают своими сладостями. И происходит такой обмен. Кажется, что обмен едой, но на самом деле это обмен вниманием, теплом, заботой, дружескими отношениями. И это как нить, которая прошивает человека с момента, когда он впервые это сделал, и все время пока продолжает. А если вдруг пропустил, то чувствует пробел. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Я раньше думала, что достаточно будет испечь красивый вкусный торт, что-то еще приготовить, но пожив в алжирской семье и в Алжире, я увидела, насколько далеки были мои представления. Был период, когда мы жили далеко от родственников, в другой стране. Я тогда не знала рецептов, которые знаю теперь, и поэтому наши празднования отличались. И знаете что? Муж сам готовил традиционную выпечку. Сидел в YouTube, смотрел рецепты и готовил. Вот насколько для него этот момент важен, ассоциируется с праздником, радостью, семьей. И в этот раз, когда я приготовила намного больше, чем обычно, я видела, насколько ему было приятно. Так что если вы планируете замуж за алжирца, или же даже живете далеко с алжирцем, то этот момент – это один из тех, который объединяет, укрепляет семью, особенно если вы будете жить далеко от его семьи. И, кстати, насчет сладостей. Муж обзванивает друзей, посещает друзей семьи специально, чтобы вручить коробочку каждому. Даже шутят с друзьями, звонят по телефону, мол, когда ты там будешь свободный, тут тебя твоя часть ждет. Второй момент – это алжирская женщина. Будете вы подобны ей или нет, но хорошо знать, какие женщины окружали вашего мужа. Какая у него мама, тети, сестры и так далее. Обычно образ этих женщин остается примером для мужчины. Вот, друзья, не знаю, я попала в такое окружение или это действительно национальная особенность, но я увидела, что алжирки готовят вкусно, много и как будто бы не устают. Устают, конечно же, но если сравнивать со мной, то тот объем работы, который они выполняют легко, мне дается с трудом. Некоторые говорят, что алжирки ленивые. Не знаю, друзья, то, что увидела и вижу я, очень далеко от слова «лень». Сладости, которые вы видите сейчас на видео, я начала готовить за неделю до праздника. И я вам не скажу, что это прям легко, что это было для меня прям легко, что я легко с этим справлялась. Кто-то из знакомых скажет: логично, у вас 2 маленьких детей, родственников рядом нет, плюс каждый день домашние дела, типа уборка, готовка и так дальше. Но
Да, вроде бы логично, если бы я не жила какой-то период с сестрой мужа. У нее 3 детей, она тогда работала удаленно из дома, отводила детей на школьный автобус, встречала их, готовила каждый день для семьи и при этом всегда была готова к праздникам и принимала гостей. Еще тогда я удивлялась, насколько я отличаюсь от алжирок. Они, как по мне, намного выносливее, сильнее и быстрее. Это мой опыт. Но я слышала разные истории. Конечно, муж от меня никогда не требовал соответствовать алжирским женщинам, да я бы и не смогла. Но просто для себя мне было полезно узнать, какие они алжирские женщины. Женщины, в обществе которых растут алжирские мужчины. И третий момент, о котором я хотела сказать в этом видео, это понятие «настоящая женщина» для алжирца. Для каждого мужчины, в зависимости от окружения, в котором он вырос, это понятие будет разным, наверное, но то, что остается важным для алжирцев, это то, что женщина должна быть застенчивой, скромной, вежливой с его родителями и родственниками, хозяйственной и хорошей мамой, то есть мамой, которая может, как говорится, и накормить, и научить. Есть много других важных моментов, а также индивидуальных предпочтений, но вот это все равно остается базой. Если вы замужем за алжирцем, напишите, пожалуйста, что вы заметили за время совместной жизни, какие качества остаются важными для вашего мужа, какое место занимает традиция делиться сладостями в вашей семье, совпали ли ваши представления о браке с алжирцем до замужества с жизнью в браке. Будет интересно узнать ваши наблюдения. Как всегда, желаю вам наилучшего и до встречи в следующем видео.